Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам супер настроения, удачных вам боев и хорошей недельки. Я нахожусь на тесте следующего обновления, и здесь уже есть новая ветка польских ПТСАУ, которую мы давно ждали. 6 новых машин, давайте же на них посмотрим. Начинается ветка с СДП-40 задумка, это у нас 5 уровень. Выглядит, конечно, не очень, честно говоря. Танк очень большой и странный по виду. Дальше у нас идет СДП-44 Бурза, вот так он выглядит. 6 уровень, тоже очень большой. Бурза, кстати, переводится с польского как шторм. Дальше идет 7 уровень СДП-57 Говика, вот так он выглядит. Ну, такой тоже старший брат ЛТГ, можно сказать. Дальше идет 8 уровень СДП-58 Килана, уже больше похож на такую более советскую ПТСАУ. Дальше идет 9 уровень СДП-60 Гонкевича, вот так тоже выглядит. Такой Су-122-44, который от бабушки приехал, реально большой тоже очень. И НС-70 Блескавица, это 10 уровень, топ ветки, тоже очень красивая, шикарная такая ПТшка, мне очень понравилась по внешнему виду. Блескавица у нас переводится с польского как молния. Вот такая вот у нас интересная новая польская ветка. Сегодня ее полностью разберем, посмотрим на броню, технические характеристики. У 8, 9 и 10 уровня есть новая механика под названием штурмовые снаряды. Про нее тоже отдельно расскажу. Информации будет много, берем чаек печеньки и поехали. Ну а вы не забудьте поставить видосику лайк, я очень старался, много контента сюда запихнул, ну и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Начнем с 5 уровня СДП-40 задумка. Эта ПТСАУ огромная, не очень подвижная, разгоняется медленно и имеет максимальную скорость всего 36 км в час. Удивило, что на месте вертится неплохо, но с перемещением у нее явно проблемки. Урон за выстрел на топовом орудии в среднем 225 единиц на базовых снарядах, и это очень неплохо. На 5 уровне мало кто может так больно обижать врагов. Я бы, например, под такой ствол подставляться не хотел. Пробитие неплохое, но можно было бы и побольше накинуть. В целом 5 уровни вы будете пробивать достаточно легко, а для 6 есть подкалиберы с пробитием в 170, и этого вам точно хватит. Углы наводки слабые, вниз пушка гнется всего на 6 градусов, а это значит, что в холмистой местности вам будет тяжело. Вообще с УВНами у всей ветки проблемы, так что будьте к этому готовы. Точность и сведение оставляет желать лучшего. 90 мм орудие не очень комфортное и на дальней дистанции плохо попадает. Снаряды по ощущениям никогда не ложатся в центр круга, и это неприятно. Ну и ДПМ. СДП-40 получил 1500 урона в минуту, и я бы не сказал, что это какой-то большой показатель. Обязательно придется возить с собой адреналин. Если сравнивать с другими ПТ на уровне, то они зачастую настреливают урон быстрее. Ну и, конечно, вот еще броня танка. Смотрите, вот так он выглядит в прицеле танков 5 уровня. С пробитием в 110, это вполне себе стандартное пробитие пятерок. Танк не пробивается в рубку вообще. То есть очень красный ВЛД, вот этот вот косой, да. И сама рубка не пробиваются абсолютно. Каких-то мелких командирских башенок тоже нет. Если честно, я вообще не вижу, если они здесь. Ну, мне кажется, что на схеме бронирования их просто не будет. И я думаю, что пробить этот танк пятерки и без голды не смогут, ну, абсолютно никак. Только нижний бронелист пробивается абсолютно без всяких проблем. И это единственная во лбу уязвимая зона, куда можно пробить СДП-40 задумка. Вот так это и выглядит. Если довернуть к врагу немножечко ромбом, то, как видите, открывается вот эта вот маленькая уязвимая зона, да, то есть сюда можно будет уже пробивать. Но и то, все равно это, ну, как бы не всегда еще будет получаться. Как видите, борт довольно-таки красный, если честно, иногда даже сможет что-то и потанковать. Вот такой интересный по броне у нас СДП. Самое интересное, что я был уверен, что в прицеле танков 6 уровня с пробитием под 150 уже танк будет полностью пробиваться. Но обратите внимание, что рубка все равно красная, то есть пятерки даже голдой не всегда будут пробивать этот танк. Действительно, ВЛД и рубка отлично танкуют, но все равно открываются маленькие уязвимые зоны. Как видите, с таким пробитием можно попробовать зарядить именно вокруг маски орудия. Сейчас попробуем пробить, пока не очень получается, сейчас секунду,
еще разочек. О, вот, я такие все-таки пробил. То есть эта серая зона не фейковая, она действительно может пробиваться. Вот, и вот эти вот боковушки тоже чуть-чуть светятся серым. Видите, тоже можно пробить. Но все равно брони достаточно. Если там мансить с стороны в сторону, то в принципе, может быть, вас еще очень даже и не пробьют. Даже шестерки. И это очень приятно. Прям настоящая штурмовая ПТ на 5 уровне. СДП-44 Бурза тоже не маленькая по габаритам ПТСАУ 6 уровня. Она не отличается хорошей подвижностью и в целом ездит довольно медленно. Максимальная скорость 32 км в час. Переехать или сменить позицию всегда тяжеловато, так что выбирайте направление атаки в начале боя с умом. Урон за выстрел на топовом орудии 280 единиц на бронебойных снарядах. Это неплохо, но сказать, что вы кого-то удивите такими числами, то точно нет. Многие конкуренты бьют даже больнее, так что альфу я бы немного хотел побольше. А вот с пробитием все очень хорошо. Бронебойные болванки пробьют 180 мм брони, что на 6 уровне уже жирно, а платные подкалиберы пролетят даже сквозь самых бронированных ребят на 7 уровне, и это отличный бонус. А вот с углами наводки все та же беда, что и на предыдущем танке. Вниз орудие опускается плохо и всегда нужно искать ровную местность для настрела. На СДП-44 также подкачали углы горизонтальной наводки. Здесь вправо и влево пушку можно повернуть только на 7 градусов. Это единственный танк в новой ветке, у которого такой минус. У всех остальных польских ПТ, включая пятерку, в обе стороны по 10 градусов. Комфорт стрельбы, как по мне, здесь ужасный. Долгое сведение и плоховатая точность будут постоянно вам мешать. Очень часто снаряды улетают вообще непонятно куда, и это огромный минус. Стрелять без сведения вообще нельзя, и желательно максимально сближаться с врагом, чтобы точнее попадать. Вообще Бурза это больше штурмовая ПТ, а не снайпер, и это нужно всегда помнить. А вот что мне понравилось, так это урон в минуту. Он не супер топовый, но его вполне хватит, чтобы перестреливать многие танки на уровне, и это приятно. А если еще и адреналин заряжать, то сможете вывозить в боях неплохие суммы урона. А по броне у СДП-44, смотрите, даже лучше, чем у предшественника все. Рубка полностью краснючая, то есть 6 уровни, без голды, вот допустим, просто так танк, ну, довольно трудно будет пробить. ВЛД отлично забронирован. Только вот эта вот часть НЛД пробивается, и даже нижняя часть НЛД, обратите внимание, что тоже красная. От нее все равно не пробитие или рикошеты будут отлетать. Брони действительно очень много. Есть маленькая командирская башенка, но попасть в нее будет крайне тяжело. Очень сложно туда попадать, но это сейчас мне просто везет, но на самом деле попасть издалека вы туда вряд ли сможете. Ну, брони прям действительно очень много. А теперь повышаем ставки и ставим СДП-44 в прицел 7 уровня с пробитием в 185. Это не самое маленькое пробитие, я вам скажу. И обратите внимание, что танк все равно хорошенечко так танкует. Да, НЛД уже более серый, но ВЛД и рубка все равно отлично танкуют. Тут я тоже был уверен, что танк будет, ну, очень смело пробиваться с таким пробитием, но нет, обратите внимание, сколько брони. Это прям заявка на имбу по броне на 6 уровне. Если честно, я вот такого, ну, абсолютно не ожидал. Это прям, ну, очень интересно. Не забудьте написать в комментариях, понравились ли вам по броне эти ПТСАУ. Ну, мне пока очень нравится. Ну и чтобы окончательно вас добить, смотрите, Акула, 8 уровень, 220 мм пробития, просто вообще не пробивает рубку СДП-44, только вот эта вот уязвимая зона маленькая открывается, и то в нее еще нужно попасть, но это просто жесть. СДП-57 Говика на 7 уровне получился как будто каким-то недоделанным. Многие параметры так и просят, чтобы их апнули. Подвижность даже чуть хуже, чем на предыдущем СДП-44. Максимальная скорость 32 км в час, и это мало. Удельная мощность и скорость поворота на месте стала хуже, и с перемещением куча проблем. Урон за выстрел это, наверное, единственное, что хоть немного радует. На 7 уровне вжухать на 360 альфы это приятно. Есть, конечно, более альфовые ПТ типа Штурер Эмиль или Су-152, но все же урон у этой ПТ больше, чем у большинства танков на уровне. Но на этом плюсы, пожалуй, и заканчиваются. Пробитие далеко не самое лучшее, я не могу сказать, что оно прям плохое, но когда смотришь на другие ПТ, то у них по этому параметру все будет получше.
Углы наводки до сих пор плохие, и об игре в рельефе не может быть и речи. Реализовать эту ПТ можно строго в ровной местности. Комфорт орудия очень рандомный. Бывают бои, когда попадаешь четко в центр круга, выстрел за выстрелом, а бывает не попадаешь совсем. О стрельбе без сведения не может быть и речи, и само сведение тоже некомфортное. В общем, наводчик на СДП-57 криворукий, смиритесь. Ну и финальный аккорд этой неприятной песни – это урон в минуту. 2325 ДПМа для ПТ 7 уровня это крайне мало. Просто ужасное число. Даже у некоторых тяжей ДПМ больше, это просто позор. Ну и как по мне, СДП-57 Говика после разбора параметров абсолютно проходная ПТ, не стоящая никакого внимания. И это еще мы броню не видели. А вот броня СДП-57 меня крайне удивила. Я думал, ну тут точно просто будет именно какая-то тоже имба, как и шестерка. Но, как видите, с пробитием 185, это уже пробитие тяжей 7 уровня. Ну, в целом, боковушки вот эти очень хорошо пробиваются. И даже ВЛД не танкуют. Реально пробивается все, кроме вот центральной части рубки. То есть, в принципе, потанковать у вас, ну, не то чтобы сильно много шансов, но они как бы есть, но все равно пробивать вас будут, и это неприятно. Я думаю, что если уже делать, ну, как бы штурмовые ПТ ветку, то, ну, как бы делать уже броню у всех. У шестерки брони реально побольше, чем у семерки, но это как-то тупо. На 8 уровне на СДП-58 Килана у нас впервые появляется новая механика под названием штурмовые снаряды. Вкратце это означает, что если вы находитесь далеко от врага, то вы будете наносить минимальный урон. И чем ближе вы к врагу, тем урон будет больше. Это очень интересная новая механика, которая впервые появилась у нас в игре. И сейчас я покажу вам, как она работает. Первое, на что стоит обратить внимание, это дальномер и трехсекционный индикатор. Это очень важная фишка для данной ветки ПТ-САУ. Вы постоянно должны на него смотреть, чтобы определять дальность до цели и сколько урона примерно вы нанесете. Если вы находитесь на расстоянии больше 200 метров от цели, то индикатор будет серым и вы будете наносить самый минимальный урон. 261 на 8 уровне это крайне мало. Если вы находитесь на расстоянии от 120 до 200 метров, то урон уже будет выше и примерно цифры будут вот такими. Как видите, 377 урона, неплохо. Чем ближе вы к противнику, тем больше урона вы будете наносить. От 50 до 120 метров, как видите, индикатор уже желтый, и мы наносим еще больше урона, почти 400. Ну и самый большой урон вы будете наносить, если подъедете ближе, чем 50 метров к противнику. Это у нас уже зеленый индикатор, и у нас уже вылетает 460 альфы. И цифры примерно будут вот такими. Также обратите внимание, что у этой ПТшки очень маленький урон на подкалиберных платных снарядах. Ими стрелять абсолютно неэффективно. Если вы будете стрелять вот этими голдовыми снарядами, то вы будете наносить самый минимальный урон. Танк реализуется, грубо говоря, только в клинче. Постоянное сближение с врагом, все время вот именно максимально, грубо говоря, надо лезть в клинч, меньше 50 метров, чтобы наносить именно максимально крутой урон. Огромные суммы урона вы тогда сможете вывозить, и ДПМ при этом сильно повышается. Чем ближе вы к врагу, тем ваш ДПМ, соответственно, больше урона вы будете наносить в бою. Смотрите, Чифтейн бедолага буквально за пару секунд разбирается на молекулы, включили адреналин, просто заехали и разобрали его в хлам. С уроном вроде разобрались, смотрим на пробитие. Оно вполне неплохое и легко даст пробить даже самых бронированных ребят 8 и 9 уровня. Даже для ПТ-САУ здесь отличные показатели. Подвижность тоже уже немного радует. Максимальная скорость 36 км в час. Да и разгоняется эта машина уже лучше за счет повышенной удельной мощности, но вот вертится на месте чуть хуже. Это минус, конечно, но все равно СДП-58 по подвижности мне все же больше понравился. Углы вертикальной наводки по традиции плохие. Опять же, только ровная местность, а еще желательней город. В них наши поляки чувствуют себя лучше всего. По комфорту 120 миллиметровая пушка не очень приятная. И сведение и разброс все еще не дают уверенно попадать издалека. Но вам здесь это особо и не нужно. Не думаю, что кто-то на СДП-58 будет играть в снайпера, ведь это настоящая штурмовая ПТ. Но если вдруг придется стрелять через полкарты, то шансов попасть у вас немного. Хотя я заметил, что без полного сведения эта восьмерка все же попадает точнее. Ну и про ДПМ. Как я уже говорил, все зависит от расстояния. Если захотите понастреливать из кустов метров с 200, то будьте готовы, что урон в минуту будет около 2000, и это просто смешно.
А если будете стрелять вплотную с расстояния меньше 50 метров, то ДПМ вырастает аж до 3500, и это уже очень мощно. Ну и броня у СДП 58 кг на мое почтение, конечно. Рубка просто непробиваемая, краснючая, как вареный рак. Действительно очень много брони. Есть вот эта маленькая командирская башенка, в принципе выцелить ее можно. Она не то чтобы прям, ну, такая совсем небольшая. Попадают в нее, честно говоря, иногда попадают. Также есть небольшая полоска вот эта вот НЛД, сюда пробивают, но еще есть и нижняя полоска НЛД, от которой может отскочить рикошет. Действительно брони очень много. Никаких скосов, как на семерке, уже таких пробивающихся нет. И в целом мне по броне очень понравилось. То есть восьмерки вас пробивать, ну, будут очень редко. Если довернете к врагу немножечко ромбом, то, как видите, и борт тоже отменно танкует. Да, нижняя часть борта не такая хорошо забронированная, иногда пробивается, но все равно светится красным, а верхняя часть борта непробиваемая практически совсем. Действительно очень много брони, и даже ромбом что-то сможете потанковать. Мне стало интересно, при каком же пробитии можно пробить СДП 58 кг. Смотрите, я поставил эту ПТшку против Минотавра. Это ПТ 10 уровня, у нее пробитие 275. И она все равно в рубку не пробивает СДП 58. Но это, я считаю, очень достойная броня. И только с пробитием в 300 мм я смог пробить рубку этой ПТ-САУ. Только кумулятивы с пробитием выше 300 мм, я повторюсь, для восьмерки это какая-то нереальная броня. Только 300 мм пробоя сможет прошить эту ПТ-САУ. Но это очень круто. 9 уровень СДП-60 Ганкевича, как и восьмерка, получилась довольно мощной ПТ-САУ. По подвижности эта машина получилась примерно на уровне предыдущей СДП-58. Те же максимальные 36 км в час, очень похожая удельная мощность и скорость поворота на месте. Раш СТ вы, конечно, поддержать не сможете, а вот стремительную атаку тяжи вполне подтянете. Также отдельно хотелось бы упомянуть коэффициенты маскировки. У всех новых польских танков они просто отличные. Иногда даже с небольшого расстояния, если не двигаться, вас могут и не засветить. Меня лично маскировка этих огромных ПТ даже удивляет. В оборудовании не забудьте обязательно накинуть маскировочную сеть, она очень помогает. Смотрите, КПЗ даже в упор меня просто не видит. И только если он подъезжает совсем близко, на 50 метров, появляется лампочка засвета. Если смотреть на урон, то тут все тоже зависит от расстояния. Те же штурмовые снаряды, как и на СДП-58, только в среднем цифры стали выше. Обратите внимание, что платными подкалиберами уже можно смело стрелять. И альфа на них уже не понижается так сильно. Если подъехать вплотную к врагу, уже сможете наносить в среднем по 600 урона. И это на 9 уровне очень годная альфа. Также обратите внимание на фугасы. Если внезапно заехать кому-то в корму, то можно нанести аж 1000 урона, если правильно все сделать. Ну а с расстояния больше 200 метров стрелять совсем невыгодно, ведь вы будете наносить всего по 350 урона в среднем, и это нереально мало для ПТ-САУ. Пробитие у СДП-60 уже очень годное. Я бы сказал, что оно одно из самых лучших на уровне, и на базовых, и даже на платных снарядах. Это значит, что вы не будете постоянно страдать от расходов, заряжая платные подкалиберы, да и урона наносить будете больше. Углы наводки не поменялись, все те же 6 градусов вниз. При выборе позиции придется поломать голову, ведь нам не все подойдут. Небольшой бугорок и пушка уже будет смотреть вверх, будьте осторожны. По комфорту 175 миллиметровая пушка меня очень удивила. По числам все довольно плохо. С таким разбросом, по идее, вы совсем не сможете точно попадать. Но на практике все оказалось гораздо лучше. Если вам все же придется стрелять в противника, который далеко, то снаряды будут ложиться ближе к центру круга. И всяких рандомных попаданий непонятно куда я вообще не заметил. Ну и с ДПМом, понятно, все зависит от вас. Захотите постоять на базе и пострелять с максимальной дальности, будьте готовы получить 2300 урона в минуту. А если вы отважно будете на острие атаки, то ДПМ может вырасти до космических 4000, это просто жесть.
СДП-60 Ганкевича тоже имеет очень много брони в рубке. Танки 9 уровня с пробитием под 250 просто не могут его никак пробить. Но есть две уязвимые зоны, это вот эта командирская башенка, сюда можно пробить. И вторая командирская башенка, сюда тоже при желании в уголочек можно попасть. А так, в целом, только НЛД, тоже не очень большой, если его спрятать, мансить из стороны в сторону, то можно уверенно танковать. Борту этой ПТ доворачивать в принципе нежелательно. У него уже открывается уязвимая зона в нижней части борта при небольшом довороте, да, вот, но верхняя часть борта все равно танкует. Но от борта трудно танковать, когда у тебя вот такие вот командирские башенки. В них будет по-любому прилетать, поэтому здесь танкование от борта, ну, вообще не целесообразно. Если зарядить голду, то с пробитием даже в 310 рубка не пробивается. Открывается только маленькая и уязвимая зона под маской орудия. Вот сюда можно залепить. А так все достаточно красное, и все равно в рубку пробить, вот допустим, как ту же восьмерку с пробитием в 300 не получится. И самое интересное, что даже с пробитием в 340 мм танк не пробивается в рубку, и это огромный плюс. Это значит, что даже тяжи 10 уровня не смогут вас пробивать голдой. Ну, это, я считаю, тоже очень достойно. Ну и вот мы пришли к венцу нашей новой ветки, мощной и красивой ПТСАУ NC-70 Блискавица. Начнем с подвижности, и здесь она стала лучше как минимум по максимальной скорости. Ее подняли до 44 км в час, но я вам скажу, что набрать их можно только с горки или по прямой. В основном вы будете ездить, ну, около 30 км в час. Да и скорость поворота на месте, удельная мощность как-то слабоваты для десятки. Короче, свое название Блисковица, то есть молния, это ПТ по подвижности точно не оправдывает. NC-70, как и предыдущие две машины, имеют механику штурмовых снарядов. Если вы вдруг промотали видос сразу до 10 уровня, то загляните в разбор восьмерки. Там я детально про эти штурмовые снаряды рассказывал. На расстоянии больше 200 метров вы будете в среднем наносить всего 400 урона, и это мало. Но с приближением к врагу урон будет все больше. Когда вы подъедете к противнику почти в упор и между вами будет меньше 50 метров, альфа будет уже 700. И вот это уже шикарно. Вжухать такими числами урона это просто кайф. Короче, играть нужно строго на первой линии, тогда эффективность сильно повышается. Если вы любите снайперить из кустов, то эта ветка ПТ просто не для вас. Пробитие осталось почти такое же, как и на 9 уровне, только платные подкалибры стали пробивать больше. В целом на базовых снарядах пробитие чуть хуже, чем у конкурентов, но все равно такого пробоя вам хватит, чтобы справиться даже с самыми бронированными ребятами на уровне. Углы наводки, к сожалению, лучше не стали. Пушку можно согнуть вниз всего на 6 градусов. Я очень хотел бы хотя бы 7, так как за малейший бугор вам придется переваливаться, чтобы пострелять. А позиций, где можно танковать от рубки с такими УВНами, ну не так уж и много. Короче, углы плохие, и это факт. По комфорту 175 миллиметровая пушка уже стала точнее. При желании можно пострелять и на дальняк. Сведение мне лично большого дискомфорта не доставило, и в целом я бы сказал, что орудие более-менее приятное. Даже снаряды часто летят ближе к центру круга, и даже иногда можно выстрелить без сведения. Ну и ДПМ здесь, само собой, зависит от расстояния до цели. Если вы стреляете с 200 метров и дальше, то урон в минуту составит всего 2400 единиц. А если меньше 50 метров, то максимальный ДПМ, я посчитал, будет примерно почти 4200. Таких цифр нет даже у объекта 263, который у нас, ну, чемпион по ДПМу. Но опять же, у 263-го такой настрел на любом расстоянии, а у нас только вблизи, и если вы вот в упор к противнику находитесь. Ну и вот так наш топ ветки NC-70 Блискавица выглядит в прицеле танков 10 уровня без голды. Смотрите, очень красный, действительно рубка забронирована просто нереально. Единственное, что я вижу, это вот такое окошко мехвода, можно сказать. Давайте попробуем в него пострелять, вроде светится серым. Но, если честно, пока пробить не могу. Вот, все-таки пробил. Да, все-таки пробить сюда можно. Вот эта уязвимая зона у нас есть. Ну и командирская башенка. Давайте попробуем в нее пострелять. Сейчас попробую в нее попасть. Она очень маленькая, но, как видите, пробивается сюда.
Вот это, я думаю, приборы наблюдения фейковые. Сюда нет, хотя тоже, как видите, можно пробить. То есть парочка все-таки маленьких уязвимых зон у нас в рубке есть. Ну, понятное дело, что есть НЛД, он не то чтобы прям сильно маленький. На других ПТшках из этой ветки есть НЛД и поменьше. Его нужно, конечно же, прятать. Он пробивается всеми орудиями, которых вы встретите. Ну и, собственно говоря, нужно танковать только от рубки. Это понятно. Еще хотел потестировать, пробиваются ли вот эти ушки. И да, ребята, они пробиваются. Если попасть в центральную часть, вот в эту стекляшку, то они пробиваются даже с не очень большим пробитием. Это огромный минус. Это такая нехилая уязвимая зона. Вас в клинче просто будут пробивать в них на вылет. И это огромный минус. Ну и вот это, собственно говоря, окошко мехвода, это тоже минус. Если немножечко довернуть к врагу, то открывается боковушечка. Вот это вот очень плохо. Смотрите, боковушка реально открывается при малейшем довороте. Это значит, что вас будут пробивать, если вы не будете стоять, ну вот, ровно к врагу. Только немножечко довернули, сразу открывается большая, огромная, даже я бы сказал, уязвимая зона. Это огромный минус. То есть от борта вы никак не потанкуете. Где-то бортом помансить у вас просто не получится. Ну и давайте зарядим голду. Вот смотрите, 330 мм пробития. Что-то там мне подсказывает, что да, пробивается в боковушке. Ага, и вот как будто бы такое ощущение, что можно еще сюда пробить. Сейчас попробуем. Да, давайте еще под маской орудия сюда попробуем пострелять. Смотрите, ну, в принципе, светится сероватым, но пробить нет, невозможно. Все-таки она не пробивается. Это более такая уже фейковая зона. Но вот то, что боковушки можно пробить голдой, меня прям очень удивило. Видите, малейший доворотик, то есть вправо или влево, и уже светится сероватым. Блин, 330 пробития. Получается, что у блескавицы броня хуже, чем у предыдущих ПТ. Короче, как видите, у блескавицы на самом деле довольно-таки дырявая броня. Если честно, меня она крайне разочаровала. Смотрите, вот здесь уязвимая зона, вот здесь уязвимая зона, вот здесь уязвимая зона, вот здесь. То есть во лбу много реально дырок. Да, они не очень большие, но все равно это очень неприятно. И заряжаете голду, открываются боковушки практически сразу. Но это, честно, ну не очень хорошо для штурмовой ПТ. И назвать ее штурмовой ПТ я вообще даже могу с трудом. У девятки реально гораздо больше брони, чем у десятки. Ну это как? Это точно так же, как и у семерки тоже было, когда на шестерке больше брони, чем на 7 уровне. Короче говоря, блескавица по броне очень-очень слабая, ребят. Это, честно, просто меня разочаровало в край. Я был уверен, что она танкует божественно, но оказалось, что, к сожалению, нет. Ну что, ребят, мы наконец-то увидели новых поляков в действии. Я очень давно ждал эту ветку ПТСАУ. Честно говоря, немножечко разочарование какое-то есть, вот, собственно говоря, в 7 уровне и в десятке. Все остальные танки действительно довольно-таки имбовые. Мне они очень понравились, особенно 8 и 9. Но вот с десяткой, ну, как бы есть вопросики к ней, можно сказать. Где-то дырявая броня, где-то чего-то не хватает. То есть, ну, альфа, конечно, у нее вблизи вжухает очень круто. Вы обязательно напишите в комментариях, понравилась ли вам новая ветка. Мне очень интересно ваше мнение, давайте обсуждать, что вы думаете по поводу новых ПТ, будете ли вы их качать и понравились ли они вам. Еще забыл показать, что ветка начинается у нас, собственно говоря, с МВН ТМ41, на ней нужно будет накатать 10 тысяч опыта, и вы уже откроете задумку. Ребят, ну с вас точно лайкос, я очень старался делать обзор на эту ветку, очень много контента запилил в этот видос, действительно очень старался, я считаю, что заслужил ваш лайкос и подписку на канал, если вы еще не подписались. В общем, с вами был Ежаня. Великолепного вам, супер отличнейшего настроения, удачных вам боев, хорошей вам недели. Обязательно приходите еще, увидимся в следующем видосе, а я пошел отдыхать. Вам спасибо, что смотрели, и пока.